5 декабря министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. В Пентагоне состоялась официальная церемония встречи. Прозвучали государственные гимны Армении и США. Министр обороны Сурен Папикян, поблагодарив министра обороны США Ллойда Остина за теплый прием, представил подробности реформ, проводимых в вооруженных силах Армении, отметил приоритетные направления сотрудничества, направленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, развитие профессиональных сержантских и инструкторских институтов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении и прочее. Приветствуя министра обороны Армении Сурена Папикяна, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что визит главы оборонного ведомства Армении является историческим. Ваш визит исторический. Армения протянула руку Соединенным Штатам, и я горд, что могу принять вас сегодня, сказал Остин, приветствуя своего коллегу. Он добавил, что США поддерживают суверенную, независимую и процветающую Армению, и отношения между двумя странами продолжают укрепляться. Остин подчеркнул роль Национальной гвардии штата Канзас в поддержке реформ в сфере обороны Армении. Этим летом США и Армения завершили второе проведение двусторонних учений Eagle Partner, направленных на повышение совместимости и готовности двух стран в ходе миротворческих операций. Первое проведение учений состоялось в 2023 году. Министр обороны также отметил, что за последние 2 года США оказали Армении важную помощь в области безопасности, в том числе предоставление бронированных автомобилей для скорой помощи, Центра киберопераций и Национального учебного центра. Остин добавил, что США намерены продолжать укрепление этих отношений. Он также подчеркнул приверженность США миру и стабильности на Южном Кавказе. «Мы строим на прочной основе. Наши войска служили плечом к плечу в миссии Resolute Support в Афганистане, и мы продолжаем работать вместе в силах НАТО в Косово. Это наша первая встреча, и у нас насыщенная повестка. Я с нетерпением жду обсуждения вашего видения вооруженных сил Армении и перспектив мира на Южном Кавказе», — сказал Остин. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-США в сфере обороны. Ллойд Остин отметил, что США поддерживают независимость, суверенитет и благополучие Республики Армения, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами продолжает расширяться. Министр Остин выразил готовность США продолжать содействовать реформам вооруженным силам Армении. Были обсуждены также вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. Министр обороны Сурен Папикян подтвердил стремление Армении достичь долгосрочного мира в регионе. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин выразил поддержку США этому стремлению. Соединенные Штаты могут ввести санкции против должностных лиц Азербайджана из-за пыток армянских военнопленных и внесудебных казней, заявил старший директор по подотчетности правозащитной организации Human Rights First Адам Кит в ходе заседания Комитета по международным отношениям Сената США. Так он ответил на вопрос сенатора Криса Ван Холлена о применении акта Магнитского, о подотчетности в области прав человека против Баку из-за преступлений против армян. В контексте Нагорного Карабаха некоторые действия, связанные с вооруженным конфликтом, администрация может оказаться не в состоянии рассматривать в рамках акта Магнитского по правам человека. Однако те случаи, которые выходят за рамки этого контекста, включая внесудебные казни пленных, пытки или сексуальное насилие, вполне могут соответствовать критериям и быть надлежащим основанием для применения данного инструмента, заявил Кит. Армения должна отказаться от претензий к Азербайджану в международных судах. Об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с делегацией США. По его словам, несмотря на прогресс в переговорах по мирному соглашению, в законодательстве и документах Армении сохраняются положения, которые Азербайджан считает нарушением своей территориальной целостности и суверенитета. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера в интервью Первому каналу
рассказала, почему она использовала формулировку «армянская карусель» во время нарушений на парламентских выборах. Я хочу сказать тем, кто имеет армянское происхождение, граждане Грузии, и нашим соседним армянам, где также распространяется российская пропаганда, что армянская карусель, о которой я говорю, не имеет никакого этнического значения. Это термин, который я услышала, когда впервые приехала в Грузию во времена Шеварднадзе. Он также использовался при Саакашвили. И если я не ошибаюсь, в Армении это называют грузинской каруселью. В этом нет этнического момента, заявила Саломе Зурабишвили. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян выступил на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, подчеркнув, что Армения последовательно доказывает свою готовность подписать мирный договор с Азербайджаном и завершить эпоху вражды в Южном Кавказе. Министр отметил: «Прежде всего, хотел бы выразить благодарность мальтийскому председательству за руководство этой организацией в течение еще одного трудного года для нас всех. В течение года Армения прикладывала все усилия, чтобы ОБСЕ продолжала существовать в условиях экзистенциальных угроз, активно способствуя укреплению доверия и сотрудничества среди государств-участников и призывая к эффективному применению инструментов раннего предупреждения и предотвращения конфликтов. К сожалению, мы не достигли успеха как коллективно, так и индивидуально. Армения последовательно выступала за полное соблюдение принципов ОБСЕ в своей зоне ответственности, предупреждая об угрозах применения силы и призывая к немедленным и решительным действиям. Однако инструменты ОБСЕ по предотвращению конфликтов не только оставались бездействующими, но и фактически были парализованы. Тем не менее, наша критика должна восприниматься как выражение нашего сильного стремления к эффективной организации безопасности, с ее автономными институтами, действующими в строгом соответствии со своими мандатами, обязательствами и принципами, не принимая во внимание внешние обстоятельства. Уважаемые коллеги, вызовы, стоящие перед миром, заставляют нас быть особенно внимательными к вопросам мира и стабильности. С этим в виду Армения продолжает конструктивно участвовать в переговорах с Азербайджаном для полной нормализации отношений. В этом году двусторонние переговоры привели к подписанию документа о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который признал Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы. Нам удалось демаркировать более 12 километров границы, и мы надеемся, что этот документ станет основой для дальнейшего эффективного продолжения процесса, что значительно поспособствует стабильности в регионе. Также мы достигли определенного прогресса в подписании мирного договора между нашими странами. Мы согласовали преамбулу и 15 из 17 статей договора, и при наличии политической воли его можно будет быстро завершить и подписать. Армения всегда готова подписать договор и закрыть страницу вражды на Южном Кавказе. Мы уверены, что мир не имеет альтернативы, ведь народы нашего региона уже слишком много пострадали от кровавых конфликтов. Несмотря на все трудности, мы готовы продолжать работать над достижением этой цели. Предложенный армянской стороной проект «Перекресток мира» имеет потенциал для укрепления доверия, создания атмосферы уверенности и стимулирования лучшего взаимодействия между странами региона. Мы также уверены, что полная нормализация отношений между Арменией и Турцией, включая установление дипломатических отношений и открытие границ, может стать важным вкладом в мир и стабильность региона. Для этого мы продолжаем диалог с турецкими коллегами и предпринимаем практические шаги, такие как совместная оценка моста между Арменией и Турцией и технические требования для пограничного перехода по железной дороге Гюмри-Карс. Эти шаги окажут положительное влияние как на народы региона, так и за его пределами. Уважаемые коллеги, приближаясь к 50-летию Хельсинкского заключительного акта, настало время для всех стран-участников ОБСЕ четко и однозначно подтвердить свою приверженность основным принципам организации. В этом контексте председательство Финляндии будет иметь решающее значение для направления ОБСЕ на путь большей актуальности и эффективности, особенно в сфере раннего предупреждения и предотвращения конфликтов. В заключение хочу заверить наших финских коллег, что Армения готова тесно сотрудничать для продвижения важной работы ОБСЕ. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал,
чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости.